Всем привет, дорогие друзья! Вы больше не будете есть обычные лепешки. Никакой муки, никакого теста. Просто кабачок или цукини и сыр. А в итоге гибкая лепешка, которую можно свернуть как лаваш или тортилью. Это просто находка для быстрых завтраков или перекусов. Сохраняйте, чтобы не потерять рецепт. В первую очередь надо подготовить кабачки или цукини. Надо нарезать тонкими полосками. Я буду это делать при помощи овощечистки. Здесь у меня у цукини достаточно много семян, поэтому я его переворачиваю и начинаю срезать со второй стороны. А вот этот оставшийся цукини я потом просто буду использовать для другого рецепта. Например, потушу его с мясом. Полосочки я перекладываю на бумажное полотенце. И я хочу сделать пару лепешек, поэтому порежу еще один цукини. Все немного солю. Это нужно для того, чтобы цукини отдали свою влагу. И оставляю постоять минут на 5. Вот такие капли влаги появились на цукини. И сейчас хорошо промакиваю все бумажными полотенцами. Благодаря этому лепешки не будут слишком такими влажными. Если хотите, чтобы лепешки получились хрустящими, тогда не пропускайте этот шаг. Обязательно уберите лишнюю влагу. Противень я выстелила пергаментной бумагой. Теперь сверху раскладываю немного сыра. Я использую сыр моцарелла. И для второй лепешки. Этот сыр нужен для того, чтобы скрепить лепешку снизу. И теперь я аккуратно выкладываю внахлёст полосочки цукини. Обязательно делаем внахлёст, чтобы лепешка хорошо держала форму. Там, где не хватает, можно положить в 2 слоя. И точно так же делаю вторую лепешку. Сверху цукини слегка присыпаю орегано. И теперь сыр хорошим щедрым слоем. И отправляю мои кабачковые лепешки запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться. Подготавливаю начинку. Начинка может быть самая разная, что вы хотите на данный момент. У меня авокадо. Сбрызгиваю его слегка лимонным соком. Порежу помидор. И также у меня здесь листики салата и прошутто. Также лепешки буду слегка промазывать сыром Филадельфия. Сейчас важно оставить лепешки немного остыть, иначе вы их просто не сможете поднять. Сыр расплавился и он будет тянуться, а нам надо, чтобы лепешки хорошо держали форму. Когда лепешки немножко остыли, они сейчас еще горячие, но чуть-чуть остыли, сыр схватился, переворачиваю их. Я сверху смазываю сыром Филадельфия. Выкладываю листики салата, авокадо, дольки помидоров и прошутто. Можно использовать и колбасу, и ветчину, и отварную курицу, все, что хотите. И теперь лепешку просто складываю. И можно наслаждаться вкусным и полезным завтраком или перекусом. Для удобства ее еще можно вот таким образом свернуть. Она очень гибкая. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить еще больше быстрых и вкусных рецептов. Всем пока!